Добрый вечер, уважаемые друзья. Начинаем наш вечерний лайв. Как обычно, вначале я делюсь этим видео в социальных сетях. И поехали. Мы сегодня разберем несколько тем. Я, честно говоря, думал, что поскольку сейчас вот эти каникулярные дни, что не будет никаких новостей, но нет, я ошибся, новости есть. И помимо того, что связано с Пасхой, вот сегодня, конечно, совершенно неожиданно было опубликовано интервью известного российского видеоблогера Дудя с Майей Санду. 2 часа, там даже чуть больше, и вот, я смотрел где-то, наверное, полчаса назад, там уже 1,5 миллиона просмотров. Вот так вот бывает, да, когда раскрученный интервьюер берет интервью, и, казалось бы, там большинство из его зрителей, понятно, что Молдова, наверное, вся посмотрела, но... Тем не менее, 1,5 миллиона – это очень много. Я думаю, что он наберет не меньше 5 миллионов, а может быть и больше, потому что у него интервью набирают очень большое количество просмотров. Все пишут свои комментарии, что они об этом думают. Давайте немножко разберем. Во-первых, начнем с того, что интервью интересное. Но сказать прямо, что там что-то было такое особенное, прямо какое-то вау, я бы так не сказал, потому что просто хорошее, качественное, нормальное интервью. Да, и тут появились сразу такие разговоры, что это провал, это дискредитация Майи Санду, это враги придумали. Другие говорят, что нет, это небывалый успех, она себя показала честной, открытой и прочее. Я чуть позже объясню, почему так говорят, потом некоторые говорят абсолютно искренне, но есть, как говорится, нюанс. Об этом мы поговорим чуть дальше, от чего такие диаметрально противоположные оценки. Но повторяю, что ничего такого особого, вот что нужно было прямо 2 часа обсуждать, я там не увидел. Остановлюсь лишь на буквально пару нюансов из этого интервью, на которые я хочу обратить ваше внимание. Первое. Она там сказала, притом абсолютно четко и ясно, что нет никакого варианта возврата Приднестровья в состав Молдовы не мирным путем. Что независимо от того, там, кто что говорит, ни она, ни официальный Киев эту тему не обсуждали, и Киев уважает территориальную целостность Молдовы, поэтому исключены какие-то военные варианты. Почему это важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание? Дело в том, что он разбивает тезис, который запускает здесь Россия и все местные прокси в Молдове о том, что нас втягивают в войну. Но когда им говоришь, что, ребята, а вы в своем уме вообще, в какую войну, с кем Молдова может воевать? Неужели мы будем воевать с Россией? Они тут немножко, знаете, начинают крутить ногой землю, потом говорят, нет, конечно, не с Россией, но на Приднестровье нападем, да. И вот Санду совершенно поставила точку в этом разговоре, что бред это все, никто никуда нападать не собирается. Второй момент, который тоже, опять-таки, разбил еще один нарратив, который против нее постоянно был ранее запущен, она дала очень четкий, уверенный ответ на вопрос, вот если бы она была на месте Зеленского, вот Молдову атакует сильный враг, бои уже под Кишиневым, что она делает? Она сказала, что она не убежит. Опять-таки, тут мы можем спорить, насколько это искренне, убежит, не убежит, но, тем не менее, это тезис, помните, который пророссийские силы любят про рюкзачок, что она возьмет свой рюкзачок на плечо, свой этот вот МПОшный, и метнется в Европу. Особенно любит это повторять один человек, который в свое время спал на коврике у российского посла в ночь, когда предал Плохотнюка и решил попрятаться в российском посольстве. Вот он любит порассуждать о том, как они все убегут с рюкзачками, и только вот смелые такие, как он, останутся. Да. Но, конечно, наверное, самая важная тема в этом большом, огромном интервью было рассуждение по поводу цензуры и демократии. Вот в Молдове закрывают каналы, вот в Молдове так, вот в Молдове это, и какая же это демократия, а разве это закон, а где суд и так далее. То есть, на самом деле, острые, хорошие вопросы. И, повторяю, это, наверное, самая большая часть этого интервью, и, как на мой субъективный взгляд, самая интересная. Мы с вами много раз затрагивали в наших передачах эти темы. То есть, да, конечно, основа в том, что запрещать какие-либо СМИ – это плохо. Но как бороться с фашистской пропагандой, на которую тратят миллиарды долларов, и можем ли мы выстоять против этого? Вот, примерно об этом, это я вам пересказал сейчас, там, наверное, треть этого интервью, где они рассуждали о том, можно или нельзя закрывать СМИ, как это произошло в Молдове. Но я бы в этой части обратил бы внимание на то, что там он совершенно разумно завел речь про то, что в Молдове гранты выдают людям лояльным. Это он так сказал. Дескать,
ну, типа, а кто не проявит лояльность, они будут бояться, а вдруг им западные посольства больше не дадут гранты. Он, да, он не до конца понимает, как работает у нас система, поэтому он говорит о том, что, ну, а может быть, его консультировали шарасята, о чем мы чуть дальше поговорим. Он думает, что выдают только лояльным. На самом деле там еще хуже. Они выдают не только лояльным, а они выдают только своим. И да, есть, конечно, исключения, как во всех правилах. Есть нормальные, классные ребята, СМИ, которые проводят какую-то свою работу, получают за это гранты. К ним вопросов нет. Но там, конечно, очень большая доля – это те, кто именно свои. Тупые, некомпетентные, но свои. И они получают гранты. И там, по сути, как бы сформировалась некая такая грантовая мафия, группировки. И чужих туда не пускают. Под любыми надуманными предлогами. И Ава ТВ тому живой пример. То есть, как бы мы ни стучались в эти двери, пока мы не свои, нас не пустят, а своими мы быть для никого не хотим. То есть уже как бы, ну, я считаю, что эти этапы пройдены, чтобы дружить с какими-то партиями, не вижу в этом сегодня никакого смысла. Так что вот так. Ну и, конечно, здесь зашквар со стороны Дудя произошел в том, что фактически он цитировал один за другим все нарративы людей Шора. То есть такое ощущение, что консультировали как раз его они, потому что, ну, прям вот по пунктам все то, что они выкидывали против Санду, он это озвучивал. И здесь не проблема в том, что он озвучивал эти вопросы. Это правильно. Вопросы были очень правильные. Проблема в том, что он говорит, мои коллеги. Вот я спросил у коллег, мои коллеги сказали. То есть, если он считает, что люди, которые работают на Шора, это коллеги, ну, это так себе, знаете, такое. То есть, хотя, знаете, тут и про Дудя, в общем-то, можно тоже поговорить, насколько, может, действительно он их коллега, потому что он избегает четких, ясных, жестких определений путинского режима, того, что он творит, при всем при том, что, да, по нему видно, по многим признакам, что он не сторонник путинизма, что он как бы из другого лагеря, но многие вещи не договаривает. А учитывая, что у него многомиллионная аудитория, вот буквально это, наверное, один из самых популярных блогеров по просмотрам, я говорю, не по каким-то там параметрам. Да, конечно, мадам Пахомова уже пытается убедить, что там всякие эти вот путинские блогеры, что они, вот это и есть сегодня тренд, да, Дудь, это уже устарело. Но просмотры говорят обратное, что как раз он и есть по-прежнему в тренде, и человек с такой огромной аудиторией мог бы быть более категоричен в своих высказываниях и не пытаться пробежать между капельками дождя. Но он, как бы, политикой я не интересуюсь, и да, я поэтому против политики и прочее. Ну, ладно, хорошо. Ну, и еще один момент, который связан с этим интервью, конечно, это урок для местных молдавских СМИ, в том числе СМИ, симпатизирующих к Санде и ее команду, потому что можно, оказывается, задавать вот такие вопросы, да, при том, что я уверен на 100%, что Майя Санду знала, что будет жесткий вопрос. Дудь всегда задает такие вопросы, в этом и есть его фишка. Он не зовет на интервью, чтобы восхититься умом и красотой того, у кого он берет интервью, как делают у нас почти все, из всех лагерей, кто занимается интервью. Поэтому, господа, что вам мешает, вот те все, кому Санду ходила за последние пару лет, кто вам мешает задавать такие вопросы? И я нигде, честно говоря, не слышал там острых вопросов. Ну, может быть, по-моему, у Ларены Богзе там было что-то похожее на интервью. Во всех остальных случаях это было очень печально. И да, это, кстати, ответ на вопрос, почему Дудя смотрят много, а вас не так много. Потому что надо задавать вопросы, которые людям интересны, а не которые вы просто хотите попытаться показать, что вы в теме, что вы умные и так далее. Все тут, конечно, умные, но надо уметь заинтересовать зрителя своим контентом. И теперь, почему, вот самый ответ на тот вопрос, с которого я начал, почему практически одна и та же ситуация вызывает диаметрально противоположные реакции. Тут для одних, в основном шоровская сетка, это операция по дискредитации Майи. Вот она прямо все, она попала, как она подставилась с этим интервью и прочее подобное. А для других они говорят, да нет, Майя молодец, смотри, как она честно, открыто, все по всем пунктам, все разложила, все ответила. Что не понимают наши ватные друзья? Дело в том, что вот когда они пытаются вот эту тему, что про закрытие СМИ, про это вот давайте про это говорить, и это всех убедит, что она плохая. На самом деле для проевропейских граждан Молдовы, вот с кем бы я ни говорил, закрытие этих СМИ – это не ошибка.
Это достижение. Люди говорят, да, правильно, надо было раньше закрыть, еще и посадить их всех. Нравится вам это или нет, это вот так. И вот здесь находится корень непонимания пророссийских наших сограждан о том, что как другая сторона смотрит на все то, что они делают. Поэтому... Вот, кстати, то, что Шор сейчас занял такую радикально пророссийскую позицию и заставил почти всех своих медиа-шестерок петь примерно такую же песню, то есть в итоге для даже не просто вот для радикально проевропейской аудитории, а в принципе для тех, кто симпатизирует Европе, тех, кто, для всех не путинистов, вот СМИ, которые занимают такую позицию, надо дружить с Россией, то есть все, они теряют, их авторитет ноль, их просто никто не слышит и не видит. Поэтому их вот эта апелляция, что она закрыла каналы, смотрите, какая она недемократичная. Вы же за демократию, будьте против нее тогда. Я вам повторяю, то есть, наверное, все это знают, кто живет в Молдове, когда вот обсуждают сторонники европейской интеграции эту ситуацию, все говорят, ты правильно сделала, ты мало закрыла, там еще остались вот эти, вот эти и вот эти. Поэтому вот это их непонимание, оно приводит к тому. Это, конечно, печально, что у нас в стране живут люди с двух разных планет, и они не понимают друг друга не то что в языковом плане, а в ментальном плане. Это большая проблема для движения в какую-то здоровую сторону, да, в принципе, в любую сторону. Это проблема. Но, тем не менее, вот я вам объясняю, почему такая ситуация. Потому что люди Шора и вообще все пророссийские пытаются апеллировать нормами демократии к проевропейцам. На что проевропейцы говорят, да пофиг нам на эту демократию, главное, чтобы нас не столкнули с этого пути. Так что вот такая вот ситуация. И переходим к следующей теме по поводу пасхальных праздников. Давайте сначала посмотрим, кто с нами сегодня. Так, с нами сегодня Тигина, Хертоп, Бухарест, Амбер, Виверица, Кишинев, Гладишти, Чемишли, Рыбница, Сента, Италия, Дрокия, Бельцы, Армения, Испания, Гамбург, Батьям, Коржева, Резина, Милан, Болонья, Старая почта, Реджия Эмилия, Рожкановка, Майами, Лондон, Таллин, Подмосковье, Афины, Токио. Так, давайте парочку вопросов. Андрей Погашоров, Гагаузии отстранили вице-спикера собрания Гагаузии Тарнавского, противника войны и сепаратизма, по тексту выполнял задание кураторов из Кишинева. У меня есть эта тема, мы о ней обязательно сейчас поговорим чуть дальше. Андрей Дуд очень настаивал в интервью, что закрытие каналов – это не демократия. Я считаю, что закрытые каналы распространяли ложь и правильно их закрыли. А вы как считаете? Я думаю, мы это уже обсудили. Я это и говорил раньше, что, понимаете, вот в большинстве стран цивилизованных майкамп Гитлера запрещена. И кто-то может сказать, а почему? А вот мы хотим почитать и взвесить, вот, что писал он и что пишут там какие-то сторонники свободы и демократии. Почему вы нам не даете такую возможность? Потому что деструктивная идеология должна быть запрещена. Вот и все, и точка. Расизм современный – это та же самая деструктивная идеология. И те, кто его продвигает, они не продвигают ничего, что можно обсуждать. Они продвигают человеконенавистническую теорию, которая имеет в своей доктрине то, что все народы, кроме России, это народы второго сорта, которых можно на этом основании захватить, потому что они там когда-то 500 лет назад что-то не так сделали, и значит можно. И, в принципе, вообще, почему бы не захватывать? Имеем право. У нас тут, смотрите, мы духовные ценности и все такое. Это современный фашизм в классическом виде. Поэтому, конечно, это надо запрещать, это даже обсуждать бессмысленно. Андрей, Молдова поднялась с 86 по 28 место свободу слова в масс-медиа. Поздравляю, здесь есть и ваш вклад в этом. Возможно, наш вклад тоже в этом есть. Я не знаю, честно говоря, как они это все меряют, потому что я не спорю, может быть, цифры такие. Но просто я знаю, кто у нас в Молдове отвечает за медиа, за замеры и все, и я этим людям не доверяю вот вообще. Ладно, едем дальше. Прошли пасхальные праздники, и, знаете, вот эти вот наши драгоценные политики здесь превратили вот этот духовный праздник в какое-то соревнование по лицемерию. Вот отдельные огни, понимаете, вот с Иерусалима привозят этот священный, как они его называют, огонь. И у каждой митрополии он свой. Вот Бессарабская митрополия, у них свой огонь, а у Молдавской митрополии, которая в Москве починала, у нее свой огонь. То есть для Гагаузии отдельно привезли свой огонь, понимаете? Потому что если бы они взяли, просто прикурили от лампадки Молдавской православной церкви и отвезли в Гагаузию,
это уже как-то не то. А вот когда шоровская лампадка приехала, все четко, свято и красиво. Это действительно просто, ну, опять-таки, вот приезжают они в Гагаузию с этой шоровской лампадкой. От нее берут другие огонь или как? Или эту лампадку режут и раздают всем церквям? Я не понимаю, почему нельзя было взять огонь от Молдавской православной церкви, если они не любят Бессарабскую митрополию. Зачем нужно было лететь специально, привезти отдельно? А я скажу вам, зачем? Очень просто. Чтобы попиариться на этом, чтобы в аэропорту там соратник Шора сказал, что спасибо Илону Мироновичу за то, что вот у нас есть пасхальный огонь. То есть без него бы этого всего не было. Я думаю, на следующий год, когда у нас будут парламентские выборы, каждая пророссийская партия привезет свой отдельный огонь. Вот прямо, чтобы с чего они будут друг у друга брать. Это кто первый привез, тот круче. Поэтому каждый привезет свой. И, знаете, мне, честно говоря, не совсем вообще понятно. Вот мой коллега Сергей Цурканов обратил на это внимание. Раньше, в прошлые годы, они возили чартерными рейсами. Прилетал самолет специально, который летал ради этого в Израиль. Сейчас я не понимаю, то есть не было никаких новостей про чартеры, то есть были обычные рейсы. Я не понимаю, как они везли огонь. В самолет невозможно войти с огнем. Это просто нонсенс. Это исключено. Ни одна служба безопасности аэропорта не пропустит человека с горящим огнем в аэропорт, внутрь самолета. Тогда расскажите мне, пожалуйста, как это произошло. То есть они каким-то чудом вышли из аэропорта с лампадками, в которых был огонь. Я очень надеюсь, что каким-то образом все-таки они смогли там в кармане провести эти лампадки, потому что если нет, то значит они просто где-то в туалете с зажигалкой в Кишиневском аэропорту подожгли это, и все, вот в этом произошло чудо. Да. Ну, по поводу трансляции богослужения тоже было... История тоже успели поконфликтовать. Дело в том, что оказалось, что национальное телевидение Молдова-1 приняло решение транслировать в прямом эфире службу сразу из двух разных церквей. Об этом сообщил директор телерадио Молдова Влад Цуркану. И чем, конечно, не страшно возмутили всю вату. Да как же так, да что ж такое, надо из собора, из центрального... И показать, что там вот там все собрались, там Дадон, там, не знаю, кто там придет еще? Наверное, кто-то ж придет. Там шаристы какие-то придут, наверное. Хотя я не знаю, если там есть среди них православные или нет, но опять-таки кто-то ж придет по-любому. И вот оно такое. Поэтому, да, ну, опять-таки, почему важно из собора Молдавской православной церкви и ни в коем случае не Бессарабской митрополии. А они же не поминают в своих молитвах патриарха Перила. Не оговорка. И, то есть, ну, что же они за святые такие, если они не поминают его с его призывами к войне? Ну, и Ион Чебан тут подключился тоже, он сказал, что, ах, так, Молдова-1 не хотят показывать только это, все, Примария решает вопрос. Литургию воскресной ночи будут транслировать Примария Кишинев на своей страничке в Фейсбуке и в других социальных сетях. Ну, как бы тут можно поприкалываться, что социальная сеть Facebook Мета, она как бы является экстремистской в России, но нет, неважно, будут все равно транслировать, ну, опять-таки, Иван Чебан, он же не пророссийский, он проевропейский, поэтому все совпало, и поэтому он московскую, подконтрольную московской патриархии будут транслировать, вернее, уже транслировал в Фейсбуке. Короче, все нормально, все как обычно, каждый, кто как мог, на этой теме пиарился изо всех сил. Короче, в итоге все отработали свою программу святости, изобразили верующих, теперь можно спокойно весь следующий год врать, лицемерить, бороться за место у политической кормушки, все нормально. До следующей Пасхи все свободны. Но знаете как... Да, кстати, перед тем, как к следующей теме, давайте еще... Чувствую, что у меня подает сигналы телефон. Андрей, в Гагаузии Шор активно использует систему социальной помощи для оплаты своих активистов, создавая невыносимые условия для самых уязвимых. Как вы думаете, насколько продлится нейтралитет Кишинева? Вопрос очень хороший. На самом деле, я хотел сегодня об этом поговорить, но это отдельная очень большая тема, которой одну из следующих передач мы большей частью посвятим. Вот именно вот этой оплаты, то, что делает Шор, потому что это гораздо глубже и опаснее, чем вам кажется. Мы об этом отдельно поговорим и разберем это очень подробно, для чего и как это все делается, и какие, возможно, скоро будут ответные меры властей. По крайней мере, я надеюсь, что они это сделают. Но да, пока возвращаемся к тему, что после того, как эти товарищи опошлили Пасху, они решили взяться за 9 мая. То есть очередь теперь наступила у Дна Победы. Ну, во-первых, они постараются сделать его
больше, шире, глубже, истеричнее, чтобы все заметили. Нет, мы не просто тут вспоминаем, гордимся дедами. Мы вот у нас, смотрите, у нас победобесие, мы бесимся, мы делаем все возможное, чтобы привлечь к себе внимание, как капризный ребенок. Хотят, чтобы было много людей, много ленточек, и даже пообещали, кстати, я сейчас не прикалываюсь, на полном серьезе, пообещали самый большой в мире флаг победы. Я не знаю, какие есть где-то в мире еще флаги победы, но я думаю, что это должен быть реально очень большой флаг. Ну, вот он будет у нас в Молдове. И да, и будет очень большой автопробег. Ну, естественно, на машинах потенциальных врагов России. Германия, Франция, Япония, США, производство всех этих стран. Тут, кстати, конечно, надо было бы обратиться к Следственному комитету России, ну, чтобы они проверили все это. Нет ли тут дискредитации армии РФ? Ну, ладно, это не наш метод. Ну, и Башкан Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что вот ее штрафовали за георгиевскую ленточку, а штраф-то был аннулирован, и поэтому призывает всех носить ленточки на здоровье. Ну, и подключаются коммунисты-социалисты, вторят ей. Новак заявил о том, что молдавские социалисты наденут георгиевскую ленточку 9 мая, несмотря на предупреждение полиции. Короче, всех призывают, потому что в последние годы как-то забросили люди эту традицию, забыли память предков, которые в 2004 году придумали этот символ победы. Как же так? И вот пытаются все пророссийские вернуть этот символ активно. Почему это делается? Ну, очевидно, почему в первую очередь это демонстрация неповиновения властям. В этом как раз есть смысл. Ах, вы запрещаете, а вот мы сейчас оденем, а вы нам ничего не сделаете. Значит, в следующий раз мы сделаем что-то еще больше. И мы приучаем людей к тому, что вас можно ослушиваться. И да, я 100 раз уже говорил, и сейчас упомянул, что это выдумка московских политтехнологов. Она не имеет никакого отношения к Второй мировой войны. До 2004-2005 года никто не ходил с этими ленточками. Да, она была на каком-то там ордене, она, может быть, мелькала на каких-то открытках, но никто не имел такого символа георгиевская ленточка. То есть это полностью придуманный символ. Но им сейчас не это важно, там история, не история, это все ерунда. Им важно показать, что можно нарушать законы. И, кстати, вот в Беларуси и Казахстане им бы полиция, милиция очень быстро объяснила, как трудно вытаскивать эту ленточку из того места, куда бы ее засунула им казахская или белорусская милиция. Но у нас можно, потому что у нас вот как-то так законы принимают, что, видимо, изначально наши депутаты не могут не принять закон, в котором бы не было лазейки. Всегда делают лазейку, чтобы потом ее обходить, чтобы потом взятки, чтобы потом коррупция. Вот и георгиевскую ленточку, ее как бы запретили. Но как бы можно на самом деле, потому что нужно доказать, что человек носил эту ленточку с какими-то экстремистскими намерениями. То есть надо, видимо, вскрыть ему мозг, изучить и понять, были у него намерения экстремистские или не было. Или когда его останавливает полиция, у вас есть экстремистские намерения? Он скажет, нет. Ну ладно, проходите, пожалуйста, свастика, все что угодно. Главное, чтобы не было экстремистских намерений. Ну и Шоровский блок «Победа» тоже присоединяется к митингу, шествию в Кишиневе в честь Дня Победы 9 мая. Конечно, вот, ну как же так, как же без политики, как же без того, чтобы себя пропиарить. И еще и организуют масштабные мероприятия в городах, в Аргееве, Камрате, Тараклии и в Бельцах. Об этом рассказал сам Илон Миронович. Мне, кстати, интересно, вот будет понаблюдать 9 мая, 10 мы с вами это обсудим, эти марши все-таки будут все вместе или как-то разделятся? Для Шора это проблема, что вместе, потому что у него заметных лиц мало. Он их не может раскидать по всем городам, чтобы, ну, допустим, вот в Кишиневе там будут идти Таубер, там еще кто-то, их узнают. А что делать с бельцами? А что делать с теми? А что делать с этими? То есть, ну, а вот как бы социалисты, там, Додон, там, Воронин, еще что-то. Поэтому немножко для них проблема ходить вместе. Ну, посмотрим. Это будет интересно. Кстати, я все удивляюсь, что у них по-прежнему один общий мемориал. Тут уже как-то пора каждому свой, как с огнем из Иерусалима. У каждого должен быть свой мемориал. И, ну, Шор бы мог пристроить к Архиленду небольшие мемориальчики везде. Вот, тем более, что это так по-нашему вообще. Делать везде вот эти места скорби. Вот я всегда вспоминаю этот афганский парк на Рашкановке, где, когда дети там что-то катаются на скейтах, веселятся и постоянно находятся в соцсетях, кто-нибудь, что вы там устраиваете, это же место скорби, там монумент скорбящей матери, там плиты эти могильные, как же вы можете в центре спального района, чтобы дети веселились, все должны их скорбить. Так что надо везде пристроить мемориальчики для каждой пророссийской партии, чтобы был свой отдельный. Ну и помимо этого, что они вот так вот Пасху пошлят, 9 мая пошлят, они вот сейчас в Гагаузии будет национальный праздник, и, судя по всему, там тоже что-то будет. Потому что вот шоровская комсомолка пишет,
Втягивают ли Санду в Молдову в международный скандал? Заголовок, понимаете? 11 мая в Гагаузии на празднике Хидерлес, пишут они, ожидается выступление звезды мирового уровня. Переговоры уже близки к завершению. Пикантность добавляет тот факт, что звезда не является представителем российского шоу-биза. Даже интересно, на каком основании ее могут не пустить. Все страны мира пускают, а Молдова нет. Ну, учитывая странные вкусы шоровских пиарщиков, я не исключаю, что это может быть кто угодно. Потому что после того, как, помните, как Валько пытался пригласить Моргенштерна, сейчас они вот пытались вызвать этого российского рэпера Дони. То есть, ну, я не удивлюсь, что это будет Оззи Осборн или Мэнсон или что-нибудь в этом духе. Либо какой-то открытый гей, который будет выглядеть нормальненько, так, пиджачок, бабочка, но всем известно, что это гей. Не удивлюсь, честно, потому что, как бы, ну, после Моргенштерна, наверное, уже уделяться вообще. Я так жалел, что тогда у них не получилось, что Моргенштерн в последний момент соскочил. Это было бы так здорово, когда, знаете, вот собираются все эти шоровские бабушки на концерт, и вылазит Моргенштерн и начинает там что-нибудь матом им петь. Это было бы очень интересно посмотреть на их реакцию. Но если бы им при этом Шор сказал, что, слушайте, что вы выпендриваетесь, бабки получили, сидите и слушайте, и радуйтесь, и хлопайте в ладошки. И вот это было бы зрелище просто, зрелище на миллион. Ну и тем временем еще вот Цирдю нашего Багдата Кайдаровича до глубины души возмутило, что пресс-секретарь правительства Даниил Воды предлагает носить на 9 мая триколоры, национальный молдавский флаг вместо георгиевской ленточки. Ну, то есть так же, как это делают в Беларуси, где они носят свой флажок белорусский вместо георгиевской ленточки. В Казахстане точно такая же практика. То есть там поменяли эти георгиевские ленточки местные власти на национальные флажки. Цирдю это возмутило, и он по этому поводу, комментируя эту новость, он, конечно, не мог избежать гомосексуальной темы. Эта тема присутствует у него в большинстве его постов и накрывает его просто этой темой очень серьезно. Он не может ее подавить в себе никакими средствами. И он написал: «А может вы, дядя, ленту ЛГБТ наденете?» С вопросом, видимо, к пресс-секретарю правительства, понимаете? И добавил там, конечно, в этом сообщении радужный флажок. Я даже не буду спрашивать, почему для депутата парламента Республики Молдова от партии социалистов национальный флаг Молдовы равно ЛГБТ. То есть, ну, тот, кто предлагает молдавский флаг, это, а может вы ЛГБТ еще оденете, говорит Цирдя. И я даже не пытаюсь понять, почему у него вообще все равно. То есть не только молдавский флаг равно ЛГБТ, а вообще у него как-то все выруливает на эту тему. То есть я вынужден следить за его телеграм-каналом, потому что, ну, это важно, чтобы понимать, куда они движутся, эти пророссийские товарищи. И, конечно, вот это... То есть не то, чтобы меня эта тема прямо беспокоила, но когда человек, каждый второй пост, у него что-то про ЛГБТ в той или иной форме, то есть мне реально, мне за него, как бы больно за него, жалко его, как бы, я не знаю, то есть, ну, нельзя же себя так жестко подавлять, это ж может плохо чем-то кончиться. Надо как-то, я не знаю, помочь как-то Багдату Кайдаровичу. Ну и еще одна новость, о которой вы написали, только давайте сначала глянем, секундочку, вопросы. Салют, Андрей, Амвазуткум, Ватнич, Руснач, Сибукара, де Амбрамсурили, Пелеадус, Дин Украина, Че Зик, просто трэш. Амбрамсурили? Что такое Амбрамсурили? Вы, друзья, вы не забывайте, что для меня румынский второй язык. Я такие слова... да. Амбрамсурили. Амбрамсурили, танки, блин. Вы пишите с большой буквы, а то я сижу, ломаю себе, что это по-румынски значит. Да, я понял, о чем. Да, ну давайте это в геополитике, потому что они же привезли их в Москву, поэтому там и поговорим, когда будем обсуждать международную политику. Вы мне и чуть не сломали нашего технического директора, который румыноязычный. Тоже, видимо, не сидит, думает, что это за слово такое. Андрей, как вы думаете, как ученый, политтехнолог, можно Голодомор, организованный Кремлем в 1946-1948 году в Молдове, считать политтехнологией? Не думаю, потому что это было больше политика геноцида, который проводился против разных народов, населений, и это больше как подавление. То есть это политтехнология, это все-таки про выборы.
А в сталинской системе, как и в современной путинской, выборы – это фикция. Поэтому, ну, как бы не хочется называть вот эти всякие штучки политтехнологиями. Это скорее технология подавления, технология унижения, вот больше про это. Да, так вот новость, о которой мы вначале говорили. Вице-спикера Народного собрания Гагаузии Александра Тарнавского отправили в отставку. 19 голосов за, против 1. Еще 13 бюллетеней были погашены, но не проголосованы. Тарнавский был у нас в студии вот буквально на прошлой неделе, и он известен тем, что он критикует руководство гагаузской автономии за их принадлежность к Шору и призывает комрад к конструктивизму, то есть, чтобы надо налаживать отношения с центром. Ну вот, допризывался, люди Шора отправили его в отставку, и завтра, смотрите, у нас программу «Аспект» в 20:00. Аня разберет этот момент. Надеюсь, ей удастся взять комментарий у Тарнавского, может быть, у кого-то из политиков из Кишинева, то есть сделать такое у нас не будет одного отдельного гостя, а вот именно в том числе эту тему она разберет, но возьмет короткие комментарии у разных людей по скайпу, по телефону, как получится. Короче, сейчас она этим занимается, надеюсь, что подготовит для вас эту программу. Вот такие вот печальные и одновременно веселые новости сегодня. Ну, веселые — это то, как вот реагируют разные товарищи на это интервью Майи Санду. Еще в конце хочу сказать, что на самом деле, чем это интервью хорошо, независимо от его эффекта, это тем, что это привлекает внимание к Молдове. Потому что, да, часто люди подзабывают о нас, и это тоже не есть хорошо, потому что важно, чтобы о нас помнили. Я не имею в виду там в России, на России, а опять-таки, в той же Украине многие большие политики, для которых Молдова не на первом месте, чтобы вспоминали о нашей ситуации. Понятно, руководство там помнит о нас постоянно, потому что им не дает забыть, эта проблема так называемого Приднестровья. Но и остальные политики тоже. Ну и плюс там, кто в русскоязычном пространстве, и кто еще помнит русский язык, страны Балтии и так далее, это тоже очень важно. Поэтому это есть положительный эффект тоже от этого интервью. Так, напоминаю, друзья, завтра у нас программа «Террариум» 17:30, в 20:00 «Аспект» с Аней Алтыпармак. В четверг у нас государственный выходной. Кто-то будет отмечать День Победы, кто-то День Европы, кто-то и то, и другое, а кто-то ничего. Свобода и демократия, как говорится, делайте, что хотите. Поэтому и мы отдыхаем в четверг. В пятницу обычная наша программа, но «Нота Бенни», которая должна была быть завтра, в среду, мы ее перенесем на пятницу. И получается, в пятницу у нас будет «Террариум» 17:30, «Нота Бенни» в 19:00 и выборы в 20:00. Ну и дальше там уже потом я вам сообщу, какие у нас дальше будут программы. Всем спасибо, что были сегодня с нами. Увидимся с вами. Я уже с вами увижусь в пятницу, но завтра будут мои коллеги, так что не забывайте. Поддержите нас лайками, репостами и материально, у кого есть такая возможность. Всем доброго, до свидания.